Что имеет в виду Будда, когда говорит, что в видимом будет только видимое? Это означает видеть без какого-либо искажения информации, ничего не добавляя и не отнимая. Как мы знаем из современной психологии, то, что мы воспринимаем как увиденное, уже было отфильтровано или искажено нашими предпочтениями или неприятиями. Процесс искажения происходит до когнитивной обработки, еще до того, как мы увидим. Мы не в состоянии заметить искажение непосредственно в процессе. Это подсознательный процесс. Мы можем только предполагать его возникновение. Мы обнаруживаем, что наши предпочтения приукрашивают реальность таким образом, что нашему сознанию представляется то, что мы хотим видеть, в то время как наши антипатии лишают разум доступа к тем аспектам, которые мы видеть не желаем. Поэтому то, что мы видим, редко является объективной реальностью. То, что мы видим путем простого наблюдения, обычно не соответствует действительности. Мы видим вещи не такими, какие они есть, а такими, какими они нам кажутся. Будда объяснил, что наше восприятие искажено 5 препятствиями, которые влияют на наше мышление. Он утверждает, что эти 5 препятствий являются питательной средой для самообмана. Те из вас, кто когда-либо слышал или читал о теории взаимозависимого возникновения, знают, что в начале этого процесса стоит самообман, авидия. Некоторые называют это неведением, но я предпочитаю термин «самообман». Но откуда он берется? Будда говорит, что самообман питается 5 препятствиями. Если удастся их подавить, самообман будет голодать. Он увянет. Первое препятствие — чувственное желание. Выбирает то, что мы хотим увидеть, услышать, почувствовать или узнать. Что мы на самом деле видим из всей доступной нам информации? Чему из всего этого мы позволяем проникать и оставаться в нашем разуме? В основном это то, чего желают наши чувства, и это часто приукрашивает правду, выдавая нашему сознанию желаемое за действительное. Второе препятствие — злоба. Это негативный импульс, который мешает нам видеть, слышать, чувствовать или осознавать то, чего мы не хотим знать. Она закрывает нам глаза на то, что нам неприятно, и на то, что противоречит нашим убеждениям. В психологии второе препятствие известно как процесс отрицания. Третье препятствие — это лень и апатия. Хотя они и не искажают то, что мы видим, слышим, воспринимаем или осознаем, но они окутывают все туманом, не давая нам возможности ясно различать реальность. Четвертое препятствие — это беспокойство и угрызение совести. Они поддерживают работу наших органов чувств. Они ускоряют наше восприятие настолько, что нам не хватает времени, чтобы полностью увидеть, услышать, почувствовать или распознать что-либо. Изображения не успевают полностью сформироваться на сетчатке, а в задней части глаза уже происходит другое восприятие изображения. Прежде чем полностью расслышать один звук, мы вынуждены слушать следующий. Четвертое препятствие — беспокойство и его особая форма раскаяния, то есть внутреннее беспокойство, вызванное проступком. Похоже на чрезмерно требовательного начальника на работе, который никогда не дает вам достаточно времени, чтобы должным образом выполнить предыдущее задание. Пятое препятствие — это сомнение, которое прерывает наш сбор информации преждевременными вопросами. Прежде чем у нас есть возможность в полной мере испытать зрительное, слуховое, физическое или ментальное ощущение, в этот процесс вмешивается сомнение, подобно наглому студенту, который перебивает преподавателя вопросами посреди лекции. Теперь вы должны понимать, что именно эти 5 препятствий искажают восприятие, мешают мышлению и подпитывают самообман. Приведу еще один пример.
Один мой друг, близкий друг Стивена Хокинга, старый добрый профессор Бернард Карр, почетный профессор теоретической физики в Лондонском университете Королевы Марии, а также бывший президент Общества по изучению психологических явлений и фактически первый буддист, которого я встретил, будучи студентом, однажды рассказывал мне удивительную историю о летающем цветочном горшке. Один его знакомый обратился к своим коллегам по экспериментальной физике, имеющим опыт наблюдения, и рассказал им, что открыл способ, с помощью которого цветочный горшок может левитировать. И поскольку все эти профессора были его друзьями, они пошли на его демонстрацию в лаборатории Имперского колледжа в Лондоне. Они пришли посмотреть, как цветочный горшок левитирует. В одну из знаменитых аудиторий вошел экспериментатор с горшком, поставил его на стол и сказал: «Как видите, у меня здесь нет веревок или других фокусов. И сейчас я вам продемонстрирую левитирующий цветочный горшок. Но мне нужна ваша помощь. Мы должны создать правильную атмосферу. Я хочу, чтобы вы все спели священную индуистскую мантру «Ом». И все профессора начали воспевать «Ом». И пока они напевали «Ом, Ом, Ом», горшок поднялся в воздух. Сработало, он начал левитировать. Там не было занавесок, и в помещении было множество ультрафиолетовых и инфракрасных камер. Шла видеосъемка, делались фотографии. То есть весь эксперимент записывался. После его окончания Бернард спросил присутствующих, что они думают по поводу этого эксперимента. И несколько профессоров стали настаивать на том, что горшок все время оставался на столе. Он не двинулся с места. А как же фотографии? Фальшивка. Но есть и видео. Монтаж. Как многие из вас знают, произошло следующее. Как только профессора в зале, эти 30 или 40 пожилых мужчин, начали петь мантру, гудение «Ом» скрыло звук включенного электрического тока, ведь под столом находился огромный электромагнит, который и поднял горшок в воздух. Единственным способом спрятать шум от него было попросить всех присутствующих запеть «Ом», после чего цветочный горшок мог подняться в воздух. Но главной целью эксперимента было не заставить горшок летать, а продемонстрировать, что если мы видим или переживаем что-то невозможное, что не может произойти, просто не может случиться, мы отфильтровываем это из нашего сознания. Разум это не воспринимает, как будто этого не было. Это был эксперимент не по левитации, а психологический эксперимент о том, как разум стирает то, что для нас непостижимо. Таким образом, 5 препятствий искажают восприятие. Если бы, например, инопланетянин, настоящий пришелец с Марса, высадился здесь, в Джханагроу, и сказал: «Отведите меня к вашему предводителю». Вы бы подумали, что это шутка, не так ли? Конечно. Вы не восприняли бы это всерьез, ведь это невозможно, потому что мы уверены, что ничего подобного не может произойти. Те, кто серьезно изучает буддизм, знают, что единственный способ подавить 5 препятствий — это практиковать дхьяну. Если вы способны достичь глубокой медитации, вы вообще не чувствуете неудовлетворенности. Даже если что-то случается, например, кто-то отбирает у вас обед,
или обзывает вас свиньей, или что-то в этом роде, вы не разозлитесь, а также проходит усталость. В моем возрасте, или даже старше, вы можете уставать чаще, но вся усталость пройдет. У вас появится энергия. Избавление от 5 препятствий и переживание дхьяны действительно хорошее развлечение. Неудовлетворенность и усталость исчезнут надолго. Так или иначе, у того, кто не достиг дхьяны, 5 препятствий, а также неудовлетворенность и усталость вторгаются в разум и остаются в нем. Что-либо меньшее, чем дхьяна, не является достаточно сильным и продолжительным, чтобы подавить 5 препятствий. Потому даже если вы практикуете осознанность, 5 препятствий все равно остаются активными в подсознании. И поэтому вы видите вещи не такими, какие они есть, а такими, какими они кажутся. Они искажены 5 препятствиями. Таким образом, для того, чтобы исполнить наставление Будды, данное Бахи и достопочтенному Малукья-Путте о том, что в видимом будет только видимое, в слышимом только слышимое, в ощущаемом только ощущаемое, в осознаваемом только осознаваемое. Сначала нужно подавить 5 препятствий, а это предполагает дхьяну. Поэтому для просветления необходим весь благородный 8-ричный путь. Для этого необходимо верить в 3 драгоценности Будды. Триратну — соблюдать обеты и практиковать дану, то есть заниматься благотворительностью. Есть только один путь к Ниббане, и это благородный 8-ричный путь. Не существует коротких путей. Пожалуйста, помните, что это произойдет только тогда, когда вы откажетесь от желаний. Чем больше вы чего-то хотите, тем более отдаленным это становится. Ваша задача лишь ослабить 5 препятствий. Не просите ничего на свете. Не будьте злыми. Отдыхайте, но не ленитесь и не бездельничайте. Просто дайте своему разуму покой, чтобы он не испытывал ни беспокойства, ни угрызений совести. А сомнения? Пожалуйста, доверяйте мне и верьте, что я знаю, о чем говорю. Доверяйте монахиням и тому, что вы здесь услышите. Я не пытаюсь исказить правду, чтобы добиться своего или получить что-то от вас. Только взгляните, как я живу. Я живу в пещере в монастыре Бодхиньяна, недалеко отсюда. Вы можете попросить одного из монахов отвезти вас туда, чтобы вы заглянули внутрь и посмотрели, что у меня есть. Возможно, вы вдохновитесь и поймете, что я действительно живу скромно. Живите скромно и вы, и тогда вам откроется путь к глубокой медитации, и вам это очень понравится. Почему бы и нет? Итак, еще раз подчеркиваю, что эти 5 препятствий панча ниварани — это то, что питает и поддерживает наш самообман. И совершенно не важно, сколько у вас знаний. Ведь иногда встречаются действительно очень умные люди. Они прекрасно осведомлены и знают, о чем говорят. И все же они не могут преодолеть жизненные невзгоды. Они не имеют ни малейшего представления о том, что такое жизнь. Я бы, конечно, не называл таких людей невеждами, но они определенно страдают от самообмана. Таким образом, эти 5 препятствий являются питательной средой для самообмана и искажают реальность. Например, желание. Мы видим только то, что хотим видеть. У меня есть один типичный пример. Кто-то из вас, возможно, думает: «Аджан Брам, вы слишком долго были монахом». Но с людьми случается так, что они влюбляются. И мужчина думает: «Как мне повезло, я женился на самой красивой девушке в мире. Она такая очаровательная, она прекрасна».
А спустя год или два он задается вопросом, зачем я вообще на ней женился? И начинает думать о разводе. Я видел это много раз. Но когда я смотрю на этих людей, я вижу хороших людей. Почему же мы поддаемся сначала заблуждению желания, а затем заблуждению злобы? Я думаю, это безумие. Люди — это просто люди. У них есть хорошие качества, но иногда они обладают и отрицательными чертами. Просто сочетание красоты и недостатков, как и у деревьев в лесу. Но на самом деле иногда мы сами искажаем правду, чтобы она соответствовала тому, что мы хотим видеть, а потом начинаем на кого-то злиться. Или же мы замечаем в партнере два кривых кирпича и хотим развестись. И то, и другое неправильно. В моей первой книге «Открывая врата своего сердца» в начале есть история о двух кривых кирпичах. Вскоре после написания книги я получил приглашение из посольства Австралии в Бангкоке. И меня пригласили лишь из-за того, что там присутствовало 4 пары, 2 разведенные и 2 разошедшиеся. Все они прочитали мою книгу и снова сошлись. Даже те, кто развелся, захотели попробовать еще раз. Они поняли, что развелись, потому что видели в своем партнере лишь 2 кривых кирпича. И этот короткий рассказ произвел на них очень сильное впечатление. Внезапно они осознали, что человек, с которым они жили и расстались, на самом деле очень хороший. И они захотели снова быть вместе. Поэтому они купили мне билет на самолет, чтобы я прилетел к ним в Бангкок. Это было очень мило. Все потому, что история оказала сильное воздействие. Таким образом, самообман приводит к разводу. Однако самообман в то же время является причиной брака. И это нормально. Это ваш выбор в жизни. Но такое случается. Таким образом, эти 5 препятствий питают самообман. Как же мы можем их преодолеть? В сутте ясно сказано, что пока вы не достигнете дхьяны, пока вы ее не испытаете, эти 5 препятствий будут играть с вами злую шутку, и иногда вы даже не будете их замечать. Хорошо. Есть ли какие-то комментарии или вопросы? Да. Вы упомянули, что 5 препятствий мешают нам достичь глубокой медитации дхьяны. Но только дхьяна может преодолеть эти 5 препятствий. Так как же тогда... Ага. Как это сделать, спросите вы? С помощью других факторов восьмеричного пути. Если взять пример Сатипатханны Сутты, мы выполняем все эти 4 Сатипатханны только после того, как ослабим 5 препятствий. Только после того, как мы их подавим. Но как их ослабить? Приручить свои чувства и соблюдать обеты. Это помогает усмирить и ослабить 5 препятствий. А что также помогает, так это испытывать нечто вдохновляющее. Это может быть что угодно. Возможно, вы послушаете замечательную лекцию Аджана Ча или сделаете что-то благородное. Я не имею в виду деньги, а скорее желание помочь кому-то, например, когда он болен, позаботиться об этом человеке. Или как наш Лейхар, который нам здесь очень помогает. Сколько вам платят за организацию курса? 0, ничего. Тогда зачем вы это делаете? Надеюсь, что для вдохновения. Обретя вдохновение, вы действительно получаете неисчислимую награду. Именно так мы преодолеваем 5 препятствий, используя предыдущие факторы восьмеричного пути. Возможно, вы не преодолеете их полностью, но вы ослабите их, смягчите их. И будут времена, когда они будут очень слабы. Иногда они будут сильными, но чаще они будут невероятно слабыми. И в такие моменты садитесь медитировать, и вы обнаружите, что это работает. Когда вы будете медитировать здесь,
Не ожидайте, что каждый раз вы испытаете глубокую медитацию, даже если подойдете к этому очень серьезно. Но иногда препятствия бывают очень слабыми, и тогда вы испытываете замечательную глубокую медитацию. К вашему удивлению. Но это действительно работает. Вы будете переполнены блаженством. Затем вы выйдете из медитации, и следующая медитация может снова оказаться не очень хорошей, и блаженство постепенно угаснет. До тех пор, пока вы не овладеете этим в совершенстве и не изгоните 5 препятствий навсегда. Понимаете, о чем я? Поэтому всегда практикуйте путь из 8 частей, а не из одной. Ваши обеты могут ослабить препятствия, поэтому соблюдайте их и будьте мудрыми в их отношении. А также просто будьте добрыми. Второй частью восьмеричного пути является некхама, что означает отречение. Мы отказываемся от своего эго. Остается лишь доброта, прекрасная доброта. Будьте добры к себе и к другим. Не желайте ничего. Не сердитесь ни на что и ни на кого. Наоборот, прекрасная доброта ослабит 5 препятствий. И будьте любезными. Закрывайте за собой двери мягко. Заваривая чай, помешивайте его тихо. Что бы вы ни делали, делайте это мягко и доброжелательно. Вот как можно ослабить 5 препятствий. А потом, однажды они станут настолько слабыми, что, подавив их еще немного, вы войдете в дхьяну. И препятствия исчезнут на несколько часов. И в этот момент вас постигнет глубочайшее озарение. Понимаете меня? Отлично. Тогда приступайте.